Странный объект больше часа сопровождал грузовой поезд. Он двигался впереди локомотива и тащил за собой тяжелый состав. Машинист, чтобы избежать столкновения поезда с этим необычным светящимся объектом, нажал на тормоз. Всем привет! С вами Финемор. Этот довольно странный случай, свидетелями которого были машинисты Орлов и Миронов, еще называют случай с поездом номер 1702. Эта история встречи с НЛО была опубликована в журнале «Техника молодежи» в 8-м номере за 1989 год. В феврале 1985 года поезд с 70 грузовыми вагонами шел в Костомушку. Локомотивом управляли Орлов и Миронов, двигаясь согласно расписанию. Неожиданно за деревьями Орлов увидел необычный объект, по форме напоминающий шар. Этот шар двигался рядом с поездом. Они наблюдали за этим объектом, не понимая, что это такое. «Смотри, он выпустил луч света к земле, а потом втянул его обратно», — сказал Орлов. Вскоре объект ускорился и оказался примерно на 40-50 метров впереди тепловоза. Орлов, чтобы избежать столкновения поезда с шаром, отключил ходовые двигатели и нажал на тормоза. Поезд, вместо того, чтобы сбавить скорость и остановиться, продолжал двигаться вперед, набирая скорость. Казалось, что что-то или кто-то тянет его за собой. Таинственный объект продолжал лететь впереди состава, и складывалось впечатление, что это он тащит поезд за собой. Объект был правильной, геометрической формы, около 4 метров в диаметре. Он летел низко над землей, не издавая при этом ни малейшего звука. Орлов включил рацию и связался с дежурным по станции, доложив о загадочном объекте, который преследует их поезд, взяв его на буксир. Дежурная по станции вышла на перрон и была крайне удивлена. Она увидела два странных объекта, которые летели впереди поезда. Один по форме напоминал диск и при движении вибрировал. Второй объект был очень похож на светящийся шар. Тепловоз двигался со скоростью примерно около 60 км в час. Объекты находились впереди состава. Машинисты Орлов и Миронов не видели второе НЛО. Объект, похожий на светящийся шар, прикрывал его собой. Впереди находилась станция, но поезд даже не пытался притормозить. Казалось, что шар движется прямо на домик, находящийся на станции. У стрелки шар вдруг отлетел от тепловоза, облетев домик, затем вновь вернулся к тепловозу. Когда шар облетел станционный домик, оторвавшись от поезда, скорость состава значительно уменьшилась, и от резкого толчка в кабине попадали предметы, а машинисты получили ушибы. Когда шар вернулся обратно к тепловозу, скорость состава снова увеличилась. Перед следующей станцией шар отделился от поезда и скрылся за деревьями. Поезд сразу же сбавил скорость и остановился на станции. Орлов вышел из кабины, решив осмотреть поезд на повреждения, и стал обходить тепловоз. Вдруг откуда-то сверху его неожиданно осветил очень яркий луч света, прижав машиниста к тепловозу и не позволяя ему двигаться. Орлов все-таки смог забраться в кабину, и после того, как он оказался в кабине, поезд сам по себе снова начал движение. Какое-то время шар продолжал тащить поезд за собой, а потом просто исчез. НЛО преследовал поезд около 1,5 часов и сопровождая его на расстоянии 50 километров. Ходили разговоры, что этот инцидент помог поезду сохранить около 250-300 килограмм дизельного топлива. Это происшествие подтвердили диаграммы самописцев, которые были установлены на тепловозе. Официальные лица так и не смогли дать никакого логического объяснения этому происшествию. В октябре 1958 года грузовой поезд номер 91 двигался по пути из Монона в Индианаполис через северную часть центральной Индианы, США. В поезде находились инженер Гарри Экман, Сесил Бридж пожарный, Моррис Отт, ответственный за торможение, контролер Эд Робинсон, а также его помощник Пол Сосбей. Ночью, проезжая мимо перекрестка с названием Васка, вдруг увидели впереди в небе большие огоньки, светящиеся белым светом. Огни пересекли поезд,
примерно около 1,5 километров от него. Странные объекты летели очень медленно, не больше 65 километров в час. 3 человека из этой команды, находившихся в локомотиве, наблюдали в это время странный свет. Поезд перевозил 56 автомобилей. Состав растянулся примерно на 804 метра. Сидящие в последнем вагоне Робинсон и Сосби не видели эти огни. Находящиеся в первом вагоне люди и наблюдавшие эти странные огни связались по радио с Робинсоном и сообщили ему, что видят странные светящиеся огни. Наблюдая за этими огнями, они разговаривали по радио. Диспетчер в Лафайетте тоже слышал этот разговор. На тот момент, когда Бридж связался по радио с диспетчером в Лафайетте, дежурный диспетчер станции уже сам заметил эти огни. Огни летели примерно около 700 метров впереди. Через некоторое время объекты куда-то исчезли на несколько минут, но затем опять неожиданно появились. Огни находились около 60 метров над поездом. Двигались они около 70 км в час. Кроме шума грузового поезда, команда не слышала никаких посторонних звуков. Похоже, эти огненные объекты летели практически бесшумно. Когда эти странные огни пролетели над поездом, команда заметила, что они большие и круглые, белого цвета, очень похожие на флуоресцентные лампы. Края у них были размыты, и эти огни не освещали ничего вокруг себя. Они один за другим пролетели над поездом. Оказавшись примерно в 800 метрах впереди от локомотива, они вдруг остановились. Огни стали намного ярче, чем были до этого. Потом они выстроились в линию, двигаясь на северо-восток, загораясь поочередно. Вначале тот, который находился впереди всех, затем второй, третий и четвертый. Вскоре они вдруг поменяли курс и вернулись обратно. Пролетев мимо поезда, они держались примерно в 3 километрах. Команда, находившаяся в поезде, взяв фонарики, начала мигать им в направлении этих объектов. Через несколько минут огни спустились ниже. После того, как эти светящиеся шары снизились и полетели позади поезда, кто-то из команды взял 5-элементный фонарик, который дает очень хороший луч на большие расстояния, и направил луч фонаря на объекты. Когда свет от фонарика попал на них, они ушли в сторону от луча, но вскоре вернулись обратно. На них снова направили луч фонаря. Объекты тут же разлетелись опять. Было понятно, что им очень не нравится этот свет. Пока меняли направление стрелки, огни держались на расстоянии от путей, зависнув в одном месте. После того, как локомотив двинулся дальше, объекты последовали за ними. Пролетев какое-то время за поездом, эти странные объекты вдруг изменили курс и исчезли с поля зрения тех, кто находился в хвосте состава. Вся команда поезда видела эти загадочные огни под разными углами. Кто-то наблюдал из локомотива, а кто-то из последнего вагона. И все они говорили о том, что огни целенаправленно следовали за ними. Люди, находящиеся в задней части поезда, уже не видели эти объекты в течение нескольких минут, но находившиеся впереди в локомотиве все еще могли наблюдать за ними. Обогнув поезд, объекты полетели к северу. Двигались они очень низко. Вскоре команда увидела их снова. Они мчались по рельсам прямо позади поезда. Скорость светящихся шаров на этот момент была выше, чем за все время преследования. Двигались они немного выше верхушек деревьев, изменив способ полета и построения. 2 объекта находились по краям, а 2 других посередине. Те, которые находились снаружи, были наклонены под углом в одном направлении. НЛО, назовем их так, летели над рельсами вслед за поездом. Один был наклонен на восток, 2 прямо вверх и вниз. Вскоре один на западе наклонился так же, как и тот, что на востоке. Когда они пролетели над поездом, команда увидела, что дно у них было круглое, около 12 метров в диаметре и 3 метров в ширину. Еще одна история, которая также произошла с поездом, уже только в штате Индиана, в октябре 1973 года, в районе горы Вернон. Проезжая в этом районе, вдруг у поезда начались проблемы с двигателем. Вскоре машинист и помощник обратили свое внимание на необычный свет впереди поезда. Он пульсировал от яркого к тусклому и обратно к очень яркому. Это точно был не самолет. Он двигался в небе, появляясь и скрываясь из виду. Приблизившись к Коборну, это примерно около 11 километров к востоку от горы Вернон,
Машинист передал по внутренней связи находящимся в заднем вагоне о том, что они видели странный и яркий свет. Подъехав к Сент-Филипсу, из заднего вагона поступило сообщение машинисту. Якобы за ними по их маршруту движется другой поезд. Там виден свет от фар. Поднявшись на холм Белкнап, они остановились из-за проблем с двигателем. Машинист решил обратиться за помощью к поезду, следовавшему за ними. И тут выяснилось, что этот поезд не реагировал на переговоры по радио. Из заднего вагона вновь пришло сообщение. Я вижу его свет сзади, и на специальном светофоре около путей горит красное табло. Этот красный сигнал обозначал опасность для путей, показывая, что что-то блокирует их. Позвонив в диспетчерскую, выяснилось, что никакого поезда на путях за ними вообще нет. Из заднего вагона опять поступило сообщение по радио. За нами что-то едет. Я вижу его. Это действительно ярко светит. Машинист принял решение выйти и разобраться самостоятельно, что же там действительно происходит. Находящиеся в заднем вагоне люди тоже вышли наружу. Нажав кнопку перезапуска на сигнальном светофоре, на нем тут же загорелся зеленый вместо красного, а свет, который находился сзади на путях, вдруг стал быстро удаляться назад по рельсам и после исчез. Проблему с двигателем даже не пришлось решать, так как он оказался полностью исправным, и поезд поехал дальше по маршруту. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.